Привет, Арми! Добро пожаловать обратно на канал Зона BTS. Вы видели этот момент, или все просто сделали вид, что ничего не произошло? Прямо перед тысячами фанатов Чингук повернулся, и Тэхён даже не посмотрел на него. Ни улыбки, ни реакции, ничего. Просто тишина. И эта тишина была оглушительной. Фанаты сразу это заметили. Напряжение, дистанция, то, как они избегали друг друга, это казалось ненормальным. Не для них. Не после всего, что они показали раньше. Так что же на самом деле произошло между Тэхёном и Чингуком? Это просто недоразумение, или мы наблюдаем нечто гораздо большее, разворачивающееся прямо перед нами? Потому что, заметив это, уже не сможешь этого развидеть. Камеры не выключились. Они остались, задержавшись на секунду дольше, чем нужно, как будто даже сам объектив почувствовал что-то неладное. Чингук первым поерзал на стуле. Это было незаметно, слишком незаметно для тех, кто не смотрел внимательно. Его пальцы сжали микрофон, костяшки побледнели настолько, что выдали спокойное выражение лица, которое он пытался сохранить. Его взгляд метнулся 1-2 раза к Тэхёну, ожидая. Но Тэхён не ответил. Даже взгляда, даже малейшего знака внимания. И это было ненормально. Любой, кто следил за ними достаточно долго, знал, что этим двоим никогда не нужны были слова. Их связь всегда жила в самых маленьких жестах, в общем взгляде, в полуулыбке, в тихом смехе, не требующем объяснений. Но теперь ничего не было. Пространство между ними казалось тяжелее, чем свет сценических прожекторов. Это было не просто расстояние, это было отсутствие. Молчание было настолько намеренным, что почти казалось заявлением. Чингук медленно и контролируемо вдохнул, словно пытаясь успокоить что-то, что разворачивалось внутри. Его губы слегка приоткрылись, как будто он собирался что-то сказать, или, может быть, что-то спросить, но он не сделал этого. Он проглотил это, чтобы это не было, и оно исчезло. Тем временем Тэхён тоже сидел неподвижно. Его осанка была сдержанной, почти идеальной, словно он репетировал этот образ. Взгляд устремлен вперед, выражение лица нечитаемое, отстраненное, но не холодное. Нет, не совсем. Под этим скрывалось что-то еще. Что-то сдержанное, как буря, вынужденная затихнуть. И это только усугубляло ситуацию. Потому что безразличие можно было объяснить. Отстраненность можно было отмахнуться. Но сдержанность – это означало, что что-то есть. Что-то, что намеренно сдерживается. Ведущий продолжал говорить. Толпа продолжала аплодировать. Шоу продолжалось, как ни в чем не бывало. Но энергия уже изменилась. Это было видно потому, как Чингук перестал пытаться снова посмотреть в его сторону. Это было видно потому, как челюсть Тэхёна на мгновение напряглась, когда Чингук рассмеялся над чьим-то комментарием. Слишком быстро, чтобы большинство людей заметили, но это было. И как только вы это увидели, вы не смогли это игнорировать. Потому что это был не просто неловкий момент. Это было похоже на историю, что-то неразрешенное, что-то невысказанное, проникающее в настоящее в самый неподходящий момент. Прямо там, на сцене, где все должно выглядеть идеально, и все же появлялись трещины. Крошечные, опасные трещины. Чингук слегка откинулся назад, его выражение лица вернулось к нейтральному, профессиональному, сдержанному. Но в его глазах уже не было той теплоты. Не сегодня. Не по отношению к Тэхёну. И Тэхён, он наконец-то пошевелился, едва заметно. Его пальцы один раз постучали по колену, бессознательный ритм. Беспокойный. Его взгляд на долю секунды переместился, не на Чингука, но достаточно близко, чтобы это выглядело намеренно. Достаточно близко, чтобы это выглядело как избегание. И тут его осенило. Это не было случайностью. Это не было случайностью. Это не было просто ничем. Это был выбор. Выбор не смотреть. Выбор не реагировать.
Выбор скрывать происходящее на виду. Но вот что важно в таких моментах: чем больше пытаешься их скрыть, тем громче они становятся. К тому моменту, когда свет погас и выступление закончилось, у всех зрителей уже зародился один вопрос: что произошло до того, как они вышли на сцену? Потому что, что бы это ни было, это началось не там. И уж точно не закончилось. В тот момент, когда свет погас, иллюзия разрушилась. Аплодисменты все еще раздавались, но уже не к ним. Они принадлежали выступлению, образу, той версии реальности, которую все ожидали увидеть, версии, где все было хорошо. За кадром все изменилось. Стулья тихонько заскрежетали по полу сцены, когда они встали. Персонал двигался быстро, голоса были тихими и сдержанными. Но посреди всего этого Чингук не двинулся с места сразу. Он засиделся на полсекунды дольше, чем нужно, наблюдая, не открыто, никогда открыто. Его голова была слегка опущена, но его взгляд следил за Тэхёном, когда тот встал. И все еще никакого ответа. Тэхён поправил куртку, плавно, непринужденно, словно ничего не произошло. Словно между ними не было молчаливой трещины. Он шагнул вперед, уже слегка повернувшись к выходу. Чингук наконец двинулся, не к нему, а просто вперед. Параллельные линии. В одном направлении, никогда не пересекаясь. Расстояние между расстоянием было небольшим, всего несколько шагов, но оно ощущалось как намеренное. Поддерживаемое. Осторожное. В какой-то момент сотрудник жестом предложил им выстроиться в ряд. Они так и сделали. Достаточно близко, чтобы дотронуться, достаточно далеко, чтобы почувствовать. Кто-то отпустил легкую шутку, возможно, просто пошутил. Последовал короткий смех. Сдержанный. Чингук не засмеялся. Тэхён засмеялся, но смех не дошел до его глаз. Затем, на долю секунды, все чуть не рухнуло. Чингук повернулся. Не полностью. Просто достаточно. Инстинкт, словно мышечная память, взяла верх, прежде чем разум успел это остановить. Его взгляд остановился на профиле Тэхёна, резком в угасающем свете. Спокойный. Отстраненный. Неприкасаемый. Это задержалось слишком долго, чтобы быть случайным, слишком коротко, чтобы что-то значить, если только вы не обращали внимания. Потому что Тэхён это почувствовал. Он просто не мог этого не почувствовать. Его плечи напряглись, едва заметно, но достаточно. Его рука, опущенная вдоль тела, слегка сжалась в ладони. Мгновенно. Неконтролируемо. Он знал, что Чингук смотрит. И все же он не повернулся. Даже тогда. В тот момент это перешло черту. Потому что молчание можно неправильно истолковать. Избегание можно отрицать. Но осознание без реакции – это намерение. Чингук первым отвел взгляд. Быстро. Словно что-то внутри него закрылось, прежде чем успело открыться слишком сильно. Его выражение лица стало жестким, не гневным, не обиженным. Просто закрытым. Дверь заперлась изнутри. Тэхён медленно выдохнул. Не облегчение, что-то более тяжелое. Персонал снова дал команду двигаться. Они начали идти. Тэхён двинулся вперед. Не случайно. По собственному выбору. Чингук не догнал. Не пытался. Разрыв увеличился. Один шаг. Потом два. Достаточно, чтобы это стало заметно. Достаточно для всех, кто знал, куда смотреть. Что-то было не так. Не громко. Не драматично. Хуже того, контролируемо. Сдержанно. Такое напряжение, которое не кричит. Оно душит. Они дошли до коридора за кулисами. Свет приглушился. Шум затих. По-прежнему никто не говорил. Потому что в тот момент даже одно слово имело бы значение.
и ни один из них, казалось, не хотел сам придать ему смысл. Когда они повернули за разные углы в разных направлениях, разными путями, осталась одна последняя деталь. Чингук замедлил шаг. Совсем немного. Не поворачивая. Не останавливаясь. Совсем немного, чтобы намекнуть на что-то незавершенное. Шанс, который не нуждался в словах. Но на этот раз Тэхён не воспользовался им. Он продолжал идти. И что бы ни существовало между ними в тот момент, оно не разрушилось. Оно не взорвалось. Оно не разрешилось. Оно просто осталось там. Без ответа. И это еще далеко не конец. Коридор поглотил последние отголоски сцены, оставив после себя тишину, которая казалась тяжелее всего прежде. Флуоресцентные лампы слабо гудели над головой, отбрасывая бледные отражения на стены. Голоса персонала затихли вдали, шаги исчезали один за другим, пока не осталось ничего, кроме пространства и всего, что они не сказали. Чингук остановился. Не резко, лишь настолько, чтобы нарушить ритм его шагов. Его плечи слегка приподнялись, он сделал глубокий вдох, словно пытался удержать что-то, что никак не хотело успокоиться. Телефон все еще был у него в руке, экран темный, но он все равно крепче сжал его. На мгновение показалось, что он может обернуться. Но он этого не сделал. Вместо этого он опустил взгляд, челюсть напряглась ровно настолько, чтобы выдать сдерживаемое спокойствие. Потому что обернуться означало бы столкнуться с этим лицом к лицу. Лицом к лицу с ним. И что бы ни стало с этим моментом, его уже нельзя было исправить одним взглядом. В гримерке Тэхён наконец отошел от двери. Медленно. Словно каждый шаг требовал принятия решения. Он пересек комнату и снова остановился перед зеркалом. Его отражение было безупречным, каждая деталь на месте, каждое выражение лица под контролем. Но его глаза, они не совпадали. В них чувствовалось напряжение. Конфликт. Что-то неразрешенное, давившее под поверхностью. Его пальцы слегка коснулись края стола, затем сжались, затем отпустили. Колебание. Вопрос. И тут загорелся экран его телефона. На долю секунды он не отреагировал. Просто смотрел на него, как будто ответ, которого он ждал, уже был написан. Но когда он наконец взял телефон, на экране не появилось ничего нового. Никакого сообщения. Никакого ответа. Только тишина. Выражение его лица не изменилось, но что-то за ним изменилось. Едва заметное. Почти невидимое. Такие перемены, которые не заметишь, если специально не будешь искать. Потому что теперь дело было не только в том, что происходило на сцене. Дело было даже не в коридоре. Дело было вот в этом. В тишине после. В решении не отвечать. Выйдя на улицу, Чингук наконец снова пошел. На этот раз быстрее. Не бегом, не торопясь, просто чтобы создать дистанцию. Как будто одно движение могло заглушить мысли, прокручивающиеся в его голове. Его хватка на телефоне слегка ослабла, а затем снова усилилась. Он взглянул на экран. Все еще ничего. Он коротко вздохнул, почти рассмеялся, но в этом не было юмора. Потому что часть его ожидала чего-то. Сообщение. Слова. Чего угодно. И тот факт, что этого не произошло, говорил больше, чем если бы это произошло. Он снова остановился. На этот раз у выхода прохладный ночной воздух обдувал его лицо, дверь была слегка приоткрыта. На мгновение он просто стоял там, разрываясь между желанием остаться и уйти. Между желанием держаться и желанием отпустить. Внутри Тэхён завис над экраном. Он что-то напечатал. Остановился. Удалил. Напечатал снова. На этот раз длиннее. Затем замер, глядя на слова, словно они имели больший вес, чем должны были иметь.
Потому что, возможно, так и было. Потому что, однажды отправленные, они не могли быть возвращены. И что бы это ни было между ними, уже зашло слишком далеко, чтобы притворяться, что это не имеет значения. Он медленно выдохнул и нажал «Отправить». Снаружи Чингук почти мгновенно почувствовал вибрацию. Один раз. Потом еще раз. Потом в третий раз. Его рука замерла. На секунду он не посмотрел. Казалось, задержка могла как-то изменить то, что ждало его на экране. Но в конце концов он поднял телефон, свет прорезал темноту. Сообщение. Короткое. Простое. Но достаточно серьезное, чтобы остановить все остальное. Чингук прочитал его. Один раз. Потом еще раз. Выражение его лица не изменилось, но глаза изменились. Совсем чуть-чуть. Достаточно. А потом. Он заблокировал экран. Никакого ответа. Пока нет. Потому что, что бы ни означало это сообщение, этого было недостаточно, чтобы отменить все, что только что произошло. Не словами. Не так. И в гримерке, когда тишина затянулась дольше, чем ожидалось, Тэхён понял. Это еще не конец. Даже близко. Если уж на то пошло, это только начало. Тишина не закончилась этим сообщением. Оно повисло, плотное, неподвижное, растянувшись между двумя отдельными пространствами, которые внезапно показались ему дальше друг от друга, чем когда-либо прежде. Снаружи Чингук еще мгновение стоял у двери, слабое свечение его телефона погасло. Ночной воздух был холоднее, резче, но это не проясняло его мысли. Наоборот, они стали громче. Сообщение прокручивалось в его голове, не сами слова, а то, что скрывалось под ними. Что они подразумевали. Что они не говорили. Он снова крепче сжал телефон. Потому что он знал. Он знал, что Тэхён не отправил бы это, если бы это не имело значения. И именно в этом была проблема. Чингук на мгновение закрыл глаза, медленно и сдержанно выдохнув через нос. На секунду показалось, что он может обернуться. Словно что-то внутри него вот-вот сдастся, шагнуть вперед, ответить, сократить расстояние, которое слишком быстро увеличилось. Но он этого не сделал. Вместо этого он толкнул дверь и полностью вышел наружу. Выбор сделан. Внутри Тэхён все еще стоял на том же месте. Телефон оставался в его руке, экран слегка тускнел, а затем снова загорался, когда он нажимал на него, проверял, ждал, надеялся на что-то, чего не последовало. Секунды тянулись дольше, чем должны были. Каждая была тяжелее предыдущей. Никакого ответа. Его челюсть слегка сжалась. Не гнев. Пока нет. Что-то более тихое. Что-то ближе к осознанию. Потому что теперь было ясно, Чингук это видел. И он решил не отвечать. Тэхён медленно выдохнул, слегка опустив телефон, его взгляд снова скользнул к зеркалу перед ним. На мгновение он не узнал человека, смотрящего на него. Не потому, что отражение изменилось, а потому, что изменилось что-то другое. Уверенность. Легкость. Невысказанное понимание, которое всегда было рядом, легкое, постоянное, неоспоримое. Теперь оно казалось хрупким. Как будто что-то, что может сломаться. Сначала он отвел взгляд. Мягким, контролируемым движением положил телефон на стол. Затем повернулся, прошелся по комнате, а потом вернулся. Его шаги были размеренными, обдуманными, но напряжение под ними теперь невозможно было скрыть. Потому что дело было не только в сегодняшнем вечере. Никогда не было. Это было все, что оставалось невысказанным, накапливалось, строилось, ждало, пока не достигло точки, когда даже тишина начала говорить. Снаружи Чингук не ушел далеко. В самый раз.
Он прислонился к стене возле выхода, руки скользнули в карманы, плечи слегка опустились, теперь, когда никто не смотрел. Его самообладание, которое он демонстрировал на сцене, все еще было, но стало тоньше. Слабее. Он смотрел прямо перед собой, рассеянно. Потому что, как бы далеко он ни шел, это преследовало его. Тот момент. Тот выбор. То, как Тэхён не смотрел на него. И что еще хуже. То, как он точно понимал, почему. Чингук снова тяжело вздохнул. Его голова слегка откинулась назад, взгляд был прикован к чему-то неопределенному. На мгновение что-то в его выражении снова смягчилось. Не разочарование. Не отстраненность. Что-то другое. Сожаление. Не о том, что произошло, а о том, чего не произошло. О моменте, который прошел незамеченным. О шансе, который раньше был таким легким, а теперь казался невозможным. Внутри себя Тэхён перестал ходить взад и вперед. Он повернулся к столу, его взгляд снова остановился на телефоне. Тот не двигался. Никаких новых уведомлений. Никаких пропущенных звонков. Просто тишина, размеренная и целенаправленная. Он долго смотрел на него. Затем протянул руку. Не для проверки. Не для того, чтобы печатать. Просто чтобы подержать. Как будто его вес мог бы его прижать к земле. Как будто, держась за что-то материальное, можно было понять то, что явно не имело смысла. Его большой палец снова завис над экраном. Еще одно сообщение. Еще одна попытка. Нет. Он отстранился. Потому что на этот раз он понял. Если первого сообщения было недостаточно, все остальное только ухудшит ситуацию. Внезапно комната показалась меньше. Тише. И впервые за этот вечер Тэхён сел, локти опирались на колени, голова слегка опущена, ни зрителей, ни камер, ни ожиданий. Только он. И все, что он не сказал. Вернувшись на улицу, Чингук наконец оттолкнулся от стены. Он не мог оставаться там вечно. В конце концов, будет еще одна сцена, еще одна камера, еще один момент, когда все должно снова выглядеть нормально. Но это не исчезнет так легко. Он сделал один шаг вперед. Потом еще один. На этот раз медленнее. Больше не пытаясь убежать. Просто неся это. Потому что, чтобы это не было между ними сейчас, это не закончилось. Это не разрешилось. Это даже не обсуждалось. Это все еще там. Ждет. Нарастает. И рано или поздно одному из них придется нарушить молчание.